Друзья, привет! Я начинаю гайд по моду Draconic Evolution на версии 1.7.10. Этот мод знаменит тем, что вводит в игру много мощной брони и инструментов. Кроме того, здесь есть свои механизмы. Есть вот такое вот замечательное хранилище энергии вместимостью более 2 триллионов единиц РФ энергии. Есть свой такой генератор, драконевый реактор, который может производить больше миллиона РФ единиц энергии в тик. Этот реактор мы обязательно в конце гайда взорвем, посмотрим, что он сделает с моей терой, поэтому рекомендую подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы это зрелище не пропустить. Вот, ну, давайте начнем знакомиться с этим модом. Итак, значит, у нас здесь на самом деле в этом моде добавляется совсем немного ресурсов базовых. Прежде всего, это вот такая вот драконьевая руда. Найти ее можно в любом мире, то есть и в нижнем, и в обычном, и в эндер мире. Но с большим шансом найти ее можно, соответственно, в эндер мире. Вот. Причем там бывают целые такие острова из драконьевой руды, называются метеориты, где можно добывать просто в большом количестве такую драконьевую руду. Добывать ее можно любой киркой, но лучше ее зачарить на удачу 3. Так, давайте я переключусь. Обычный. Причем она выпадает различным количеством, да. Вот если мы сейчас давайте посмотрим, здесь вот разобьем, нам выпадет 2 штучки. Так, здесь мы разбиваем обычной киркой, нам выпадает еще 2 штучки. Так, а здесь еще 2 штучки. Хорошо. Теперь давайте попробуем, соответственно, киркой с удачей добывать. Так, здесь я разбиваю, получаю сразу 10 штук. Так, здесь я разбиваю, получаю 4 штуки, то есть достаточно большой разброс, да. Так, а здесь получаю вот сколько, обалдеть. То есть посмотрите, насколько существенная разница, да. Я тут сам тоже экспериментировал, у меня, например, с 3 блоков получилось в тот раз выбить 29 единиц пыли. Поэтому, если вы собираетесь, соответственно, идти добывать драконьевую руду, обязательно не забудьте свои инструменты зачарить на удачу. Так, ну, соответственно, эту драконьевую руду можно переплавить в такой вот драконьевый слиток. Вот. Есть также такой вот крафт из смеси дракония, там получается его удвоение. То есть можно произвести такую вот смесь дракона и получать сразу 2 слитка. Но у нас на сервере специально такой вот крафт запретили. Вот, если у вас разрешен, то рекомендую попробовать через такой вот смесь дракона делать. Выход будет больше. Драконьевые самородки, ну, также являются просто элементами для крафта драконьего слитка. Больше нигде они, по крайней мере, на настоящей версии не применяются. Вот, вот эти драконьевые слитки можно собрать в блок. Вот. А дальше еще вот этот блок можно зарядить РФ энергией, получается такой вот заряженный драконьевый блок. Дальше он нам потребуется там для ритуала пробуждения, вот таких вот пробужденных слитков и блоков. И еще также он является некоторым там элементом для крафта. Когда вы только начинаете развиваться в драконике, рекомендую сделать такое себе руководство по Draconic Evolution. Для его крафта, как правило, потребуется какой-то камень, может быть вполне обычный, и просто драконьевая пыль. Здесь содержится вся информация по этому моду. Вот. Ну, тут сказано, что якобы кем-то там переведено, но почему-то у меня все на английском языке. Вот. Кстати, крафты у меня здесь в этой сборке усложненные, потому что у меня есть аварития, поэтому крафты я буду не все показывать. То есть всегда вы можете их посмотреть в НИИ, да, на моей сборке там они более усложненные. Так, значит, мы крафтим такой вот себе справочник, можем что-то по нему смотреть, да. Так, ну и дальше у нас из базовых ресурсов это вот такой вот пробужденный драконьевый слиток. Он получается только либо из таких вот кусочков драконьевых самородков, либо из таких вот блоков, пробужденный драконьевый блок. А вот такие блоки мы уже получаем с помощью ритуала. Нам потребуется такое вот сердце дракона и, соответственно, там еще кое-какие элементы. Ну, о ритуале пробуждения я расскажу в отдельном видео. И, собственно, про сердце дракона тоже. Дальше из этих вот всех базовых ресурсов у нас крафтятся такие вот компоненты. Они нужны нам также будут для крафтов. Вот это прежде всего ядро дракона, ядро виверны и пробужденное ядро. Так, вот это я показываю стандартный крафт.
у меня на сервере он немного усложненный. Там еще в этих элементах используется, например, иридий, используется и хор и так далее. Здесь вот такой вот стандартный крафт. Вот. Также есть еще такой компонент, как энергетическое ядро дракона. Вот оно как делается. Энергетическое ядро виверны. Вот это тоже является составными элементами для крафта. Вот. Ну, такие базовые ресурсы. Собственно, в следующем видео мы уже поговорим про механизмы. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы новые видео не пропустить. Жду вас в следующих сериях. Пока.